Всем привет, Оз на связи. И в этом видео поговорим о войсках 14 уровня, а это видео из тестового королевства. Сообщество игроков Clash of Kings недавно потрясла новость о выходе новых солдат. Все медиаресурсы были заполнены новостями о том, что скоро нас ждут новые солдаты 14 уровня. Постараемся вместе с вами разобраться, что это за солдаты, где их взять, какие у них молитвы и так далее. А прежде чем мы начнем, я объявляю конкурс. Условия супер простые, а призы получит каждый участник. Самое главное, вам нужно быть моим подписчиком. Если еще не подписан, срочно подпишись. Итак, условия конкурса. В комментариях под этим видео вам нужно указать свой ник, номер королевства и координаты. Пример будет в описании под видео и в моем комментарии, который я закреплю под этим видео. Пишем ваши данные в комментариях и получаем приз. А мы начинаем. Итак, солдаты Т-14. Страж Небесного Свода – это пехота. Рейнджер Божественного Света – это кавалерия. Охотник Справедливости – это у нас лучники. И Божественный Палач, соответственно, колесницы. Сразу возникает вопрос, где же взять этих солдат? На самом деле не все так просто. Самое главное условие – это духовный зал 30 уровня. Чтобы построить его, вам потребуется много ресурсов и ускорений. А после постройки максимального уровня вам нужно будет разблокировать возможность тренировать солдат Архангела. Для этого нужно нажать вот сюда, на вкладку с замком. А также нужно вложить 5000 символов величия и 5000 крыльев небес. Крылья небес также потребуются вам для тренировки Т-14 солдат. Если у вас хватает предметов, нажимаем кнопку «Открыть». Вы спросите, а где же взять крылья небес? На данный момент я знаю два способа. Первый – это обменять их на солдат в новом здании Альянса Центр помощи. Заходите в территорию Альянса и там найдете Центр помощи. Здесь в тестовом королевстве его, к сожалению, нет. Там есть кнопка что-то типа обмен, выбираете солдат и взамен получаете крылья небес. Чем выше уровень солдат, тем больше крыльев можно получить. Такой себе сомнительный способ, но рабочий, поэтому ищем Центр помощи у себя в Альянсе. Второй способ получить крылья небес – это событие Небесная Земля. Находится оно в фонтане желаний, и здесь, выполняя ежедневные задания, мы будем повышать свой уровень. Когда вы достигнете 30 уровня, вы сможете получать в наградах крылья небес. Вернемся к Т-14. После того, как вы разблокировали духовный зал, вам нужно изучить оккультную науку, так как это было с 13-ми войсками. Нажимаем «Перейти» и попадаем в башню древних. Спускаемся вниз, и здесь мы имеем 4 книги, по одной для каждого вида войск. Давайте откроем все 4 вида и пробежимся по книгам. Обратите внимание, что изучается эта наука 153 дня и требует много ресурсов и камней науки. Поэтому будьте внимательны, изучайте только то, что вам действительно нужно. В каждой книге по 4 раздела. Самый полезный – это первый раздел. Здесь мы можем уменьшить скорость обучения, увеличить количество за раз, увеличить защиту, атаку и здоровье. А также самый полезный навык – это урон навыков. Точно не могу сказать, как это работает, но если я правильно понял, то это улучшение молитв. Второй раздел поможет нам сократить потери в боях, а также время и ресурсы для лечения Т-14 солдат. Третий раздел, здесь у нас скорость похода, защита и атака, а также превращение раненых солдат врага в убитых. И четвертый раздел поможет нам в обучении, а также есть наука для сокращения количества очищенного железа для лечения и для обучения. Теперь давайте разберемся с отрядами. Согласно официальным источникам, пехота – это самый сильный отряд защиты. Кавалерия идеально подходит для штурма замков. Лучники наносят наибольший урон, а катапульты отлично работают на точку. Теперь посмотрим на показатели войск. Пехота имеет самые мощные показатели защиты и здоровья и маленький показатель атаки. Это говорит о том, что они будут поглощать урон во время обороны. Лучники имеют совсем маленькие показатели. Будем смотреть на их молитвы. Весь секрет их успеха, скорее всего, скрыт там. Кавалерия не намного больше лучников в защите и здоровье, но значительно выше в атаке. Это наводит на мысль о том, что как и Т-12 Пегасы, они могут хорошо убивать и также хорошо умирать в боях. И колесницы имеют самый мощный показатель в атаке. Защита и здоровье тоже больше, чем у кавалерии. И если вы играете от колесниц, то это будет отличным дополнением в вашей армии. Прежде чем мы перейдем к молитвам, очень важная информация. Обратите внимание вот на вот этот значок. Установить в качестве защиты. Запомните. Только один войск можно установить на оборону замка. То есть вы можете сделать себе все 4 вида, но в обороне сможете использовать только один. Остальные 3 вида не будут участвовать в битве. Вы всегда сможете поменять отряд для обороны. То же самое происходит и в атаке. Давайте попробуем атаковать монстра. И вот здесь при выборе похода мы увидим вот такой значок.
Точно так же вы выбираете отряд для атаки, и только он сможет участвовать в нападении. Какие войска брать в защиту, а какие в нападение, будет зависеть от ситуации и от ваших показателей. Используйте тех солдат, атрибуты которых у вас хорошо изучены. Теперь давайте посмотрим молитвы. Первое, что хотелось бы отметить, у всех 4 видов Т-14 солдат есть одинаковый навык в молитвах. Называется он пробуждение. У пехоты и лучников он добавляет здоровье, а у кавалерии и колесниц атаку. А также увеличивает урон и снижение полученного урона на 0,1% на каждые 10 тысяч солдат и максимальный уровень 20%. То есть, чтобы получить максимум 20% наносимого и полученного урона, нам нужно 2 миллиона солдат. Например, вы обучили 2 миллиона пехоты и выбрали их для обороны замка. Во время атаки на ваш замок урон пехоты и полученный урон пехоты увеличится на 20%. А также этот навык добавляет 5% урона по войскам на 4 уровня ниже. То есть эти войска будут отлично бить по солдатам Т10, Т9 и ниже уровнем. И чем ниже будет уровень, тем больше будет урон. Это говорит о том, что замкам с большой подушкой из мелких войск теперь придется несладко. Все, наверное, видели скриншот, где Т-14 колесницы убили 6 миллионов солдат. Так вот, я думаю, это и есть та самая работа по подушке, когда Т-14 вырубает все мелкие войска в замке. Теперь давайте пробежимся по другим молитвам и начнем с пехоты. Как я уже говорил, эти солдаты самый сильный отряд защиты, и они будут поглощать урон. Молитва «Святой Свет» даст шанс уменьшить получаемый урон. Навык «Око за око» даст нам шанс контратаковать врага после атаки. И если этот же враг ударит вас второй раз, то урон тех войск, которые контратакует пехота, будет снижен. Например, вас атакуют, и ваша 14-я пехота контратакует кавалерию противника. И если этот же враг ударит вас еще раз, то урон кавалерии будет снижен. Как это будет работать в бою, я пока не могу сказать. Беспристрастный вердикт повысит точность Т-14 пехоты и даст шанс нанести урон по нескольким вражеским целям ближнего боя. Количество целей увеличивается каждые 20 уровней молитвы, и если я правильно посчитал, то максимум это будет 7 целей. Это очень неплохо. Итак, из молитв мы видим, что пехота должна отлично справляться с обороной замка, и если один и тот же игрок надумает бить вас несколько раз подряд, то его солдатам придется несладко, если у вас будет хорошо замоленная пехота. Перейдем к кавалерии. Здесь стандартный набор для коней. Молитва «Вспышка Святого Света» увеличит вероятность уклонения. Такая молитва есть у всех кавалеристов. Далее «Святой Штурм» увеличит урон 5 юнитам в заднем ряду. Сейчас мы вернемся к этому навыку. Далее «Смертельный выстрел» увеличит урон по войскам дальнего боя. Итак, вернемся к навыку «Святой Штурм». Изначально мы можем бить по 5 юнитам в заднем ряду. После 20 уровня мы сможем бить уже 6 юнитов, а после 40 уровня мы атакуем 7 юнитов. 66% по 7 юнитам – это очень неплохо. Теперь понятно, почему кавалерия самый сильный отряд для штурма. Теперь посмотрим на лучников. Лучники у нас заточены на критический урон. Как обещают разработчики, это войска, которые наносят самый сильный урон. Давайте глянем на их молитвы. Точная стрельба – это шанс критического удара, а навык «Эффект слабости» – это сам критический урон. А навык «Перевернутая стрела» даст нам шанс нанести урон 4 случайным целям, вызвав непрерывное кровотечение. Просто представьте себе это сражение. Давайте поднимем уровень и посмотрим, как увеличится количество случайных целей. Итак, на 20 уровне случайных целей станет 5, на 40 6 и так далее. Вывод: уроном лучников можно только позавидовать. И последний вид войск – это колесницы. Навык «Расчетный удар». Здесь все понятно. Увеличение урона при нападении конкретно Т-14 колесницы. Боеприпас Святого Света. Здесь мы увеличиваем атаку. И, кстати, неплохо увеличим. Уже на 10 уровне мы получим 21,5%. А также есть шанс вызвать немедленную смерть однорядных войск врага. Я думаю, что это работает так. Например, у нас в отряде 100 тысяч Т-14 колесниц, и если этот шанс сработает, мы сможем моментально убить не больше 100 тысяч Т-14 колесниц врага. Но это только мое мнение. Кто знает, как это работает, обязательно пишем в комментариях. Работать этот навык будет всего один раз за бой. Процент шанса очень маленький. Качать его или нет, решать вам. И еще один навык наказания бури. Здесь все просто. Шанс нанести урон 20 противникам. И напоследок немного про тренировку Т-14. Как я уже говорил, для тренировки нужны будут крылья небес и очищенное железо.
Не имея никакой прокачки в оккультной науке, мы будем изучать 800 Т-14 солдат 2 дня и 19 часов и потратим на это 800 крыльев и 2400 очищенного железа. Для сравнения, 800 солдат Т-13 будут потреблять 534 очищенного железа. Ну что ж, на этом пришла пора заканчивать. Надеюсь, я все доступно объяснил. Кому что непонятно, пишите в комментариях, я читаю их все. Ну и еще раз хочу напомнить про конкурс. Подписываемся на канал, это обязательное условие, и пишем в комментариях под этим видео ваш никнейм, номер королевства и ваши координаты. Пример будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. Обязательно поделитесь с друзьями этим видео. До скорых встреч. ОС был на связи. Всем пока. Вы всегда сможете поменять отряд для... Вы всегда сможете поменять отряд... Фу, блять, ебаный в рот.